Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня с вами коротко поговорим про индустрию 4.0. Значит, индустрия 4.0 вообще была изначально, так сказать, старт вот этому переходу в индустрию 4.0 дали немцы, когда они задумались о том, что им теперь нужно каким-то образом максимально диджитализировать и оцифровать их производство, оцифровать некоторые продукты в том числе, потому что это то именно, как сегодня мы характеризуем индустрию 4.0. Это оцифровка всех процессов, это цифровые производства, это создание цифровых продуктов в том числе. Немцы являются достаточно такой очень технологичной, технической нацией, и в какой-то момент они стали сильно масштабироваться, стали выводить свои производства за пределы своих земель, то есть за пределы там даже не то что Германии, за пределы Европы. Большие концерны стали открывать свои заводы в Африке, в Китае, в Бразилии, в России. И перед ними стал вопрос, как нам сделать так, чтобы, во-первых, мы могли все это очень круто контролировать при помощи цифровых технологий, и как мы можем сделать так, чтобы все процессы могли между собой быть синхронизированы, чтобы вся эта big data, которая собирается, могла очень круто обрабатываться, чтобы каждое из этих производств могло обучаться друг у друга и делать это в режиме реального времени, притом через онлайн. И чтобы вся эта экосистема работала таким образом, чтобы качество выпускаемых продуктов, независимо от того, в Германии это, в Африке или в России, оставалось на одном уровне. И вот это как раз-таки и дало такой большой толчок к тому, что мы сегодня находимся в процессе перехода, а многие уже перешли именно вот в этап или в статус нахождения индустрии 4.0. Конечно же, индустрия 4.0 неспроста так называется, потому что до нее было несколько этапов, которые назывались индустрия 1.0, индустрия 2.0, индустрия 3.0. И коротко очень скажу о том, что индустрия 1.0 – это первые попытки человека механизировать какие-то процессы, то есть это то, когда человек понял, что он может использовать какие-то природные ресурсы для механизации процессов, и это пришлось на конец 18 века. Индустрия 2.0 появилась тогда, когда человек понял, что теперь он может масштабировать какие-то процессы, он может масштабировать выпуск там той или иной продукции благодаря вот этой механизации. И это, кстати, дало еще толчок к развитию вообще вот логистики как таковой, когда люди получили такую потребность, или появилась потребность соединять производство между собой. Что значит соединять? Это значит, что выстроить какие-то цепочки поставок, да, каких-то компонентов, какой-то продукции. И это как раз-таки дало такое большое развитие индустрии 2.0, которая потом уже в середине 20 века, это примерно там 60-е годы прошлого века уже, когда мы перешли в индустрию 3.0, и она характеризовалась первой некой такой автоматизацией, то есть когда у человека получилось сделать так, чтобы некоторые из процессов были автоматизированы. И такая возможность появилась с приходом первых вычислительных мощностей, первых компьютеров, которые какие-то даже простые задачи могли уже контролировать без участия человека. Это как раз-таки и дало такой некий толчок, когда мы уже можем в каких-то вещах положиться на роботов, положиться на компьютерные вычислительные способности, когда мы можем программировать и задавать вообще любые алгоритмы и сценарии действий и так далее, и так далее. А самое главное, когда мы получили такую хорошую возможность, то, что мы все это можем делать и удаленно, и онлайн, и привязав туда еще artificial intelligence и machine learning, это все может автоматически обучаться до какого-то этапа. Вот в этом моменте мы и пришли с вами в индустрию 4.0. То есть, еще раз, это полная диджитализация, это полная в какой-то степени автономность каких-то процессов. И это тот момент, когда человек стал не управлять роботами и системами, а когда человек стал общаться. То есть, если раньше в индустрии 3.0 мы были неким таким звеном, который был сверху и который всегда задавал команды, то есть, грубо говоря, я нажимаю там вот эту кнопку, то есть ключевую задачу запускал человек,
а дальше, имея там один единственный алгоритм или какой-то стандартный алгоритм, система просто выполняла ту или иную задачу в таком полуавтоматическом режиме. То есть во главе цепочки стоял человек, который дальше вот по ступенькам передавал какие-то действия. Сегодня же человек стоит практически вровень с системой, то есть мы сегодня в какой-то степени, мы создаем эти системы, но в то же время сегодня уже системы способны автоматически принимать решения, автоматически улучшать или корректировать сами себя, автоматически общаться между собой, притом без привязанности даже к расстояниям. То есть, например, если у нас есть какой-то кейс или какая-то проблема, которая возникла на производстве в Германии, машина ее обработала, поняла, в чем проблема, устранила ее, то она может передать это в центр в Африке, где подобный конвейер сборки примет эту информацию, сразу же запишет себе ее в программу, и при возникновении уже такого кейса уже не будет того брака, который произошел в Германии, потому что она автоматически, распознав такую ситуацию, подстроится и подстроит все свои, всю свою механическую вот эту цепочку так, чтобы уже избежать. То есть мы, грубо говоря, допустив ошибку в одном месте, потом транслируем ее на весь мир, и уже во всем мире она не повторяется. Значит, надеюсь, друзья, вам было полезно, надеюсь, было интересно. Если так, то, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите ваши фидбэки и отзывы, и я увижу вас в следующем видео. Пока!